Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок номер 3. Пряжа у меня полушерсть. Более подробная информация о пряже под видео. Вязать мы сегодня будем очень интересный, увлекательный, красивый мотив. Моя авторская разработочка. Варианты этого мотива мы подробно с вами рассмотрим в конце урока. Начинаем выполнение нашего мотива с 4 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю, провязываю соединительную. Мое колечко готово. И далее очень внимательно я выполняю 2 воздушные, накид, и в колечко провязываю 8 столбиков с накидом, при этом ввязываю остаток нити. Вяжем и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. И прежде чем продолжить, обращаю ваше внимание, мы с вами вяжем по спирали, по изнаночной стороне нашей работы. Вяжем выпуклые столбики с накидом. Накид. Я пропускаю наши 2 воздушные. Захватываю первый столбик и провязываю 2 выпуклых столбика с накидом. Первый. И над этим же столбиком провязываю второй. Далее очень внимательно я фиксирую первый столбик маркером. У нас это с вами начало ряда, оно будет условное, потому что вяжем по спирали. И таких столбиков мы должны выполнить. Столбики у нас идут с общим основанием и разными вершинками. И мы должны с вами выполнить 8 раз. То есть вот первый раз готов. Далее над следующим столбиком мы выполняем второй раз. Первый и второй столбик. Далее над следующим столбиком третий раз и так далее до нашего маркера. Вот таким образом мы вяжем до маркера. Мы с вами довязали до маркера, как и договаривались, выполнили 8 раз по 2 столбика. И я убираю маркер, мы продолжаем работу и приступаем к выполнению нашего следующего условного ряда. Почему условного? Потому что вяжем по спирали. Я захватываю наш первый столбик и провязываю столбик с накидом. Далее накид, захватываю второй столбик и провязываю 2 столбика с накидом. Все столбики у меня лицевые или выпуклые. И не забываем наш первый столбик в ряду зафиксировать маркером, чтобы себя проверить. Далее накид, и будем продолжать работу таким же способом. То есть вокруг первого столбика я провязываю 1 столбик с накидом, лицевой или выпуклый, а вокруг следующего 2. Мы вяжем 2 столбика выпуклые с общим основанием и разными вершинками. И давайте еще раз провязали и над следующим 2. И опять же так мы с вами вяжем до нашего маркера. Повторюсь, мы с вами вяжем по изнаночной стороне, по лицевой стороне у нас
Вот такая получается спиралька. Мы с вами довязали до маркера. Маркер снимаем. И смотрите, это у нас с вами лицевая сторона. Давайте мы остаток нити перекинем на изнаночную сторону. Напоминаю, что вяжем мы с вами по изнаночной стороне по спирали. Вытягиваем вот таким образом ниточку и продолжаем нашу работу. Выполним еще один ряд условный, да, потому что вяжем по спирали. Я провязываю первый столбик и вокруг следующего провязываю еще один столбик, то есть 2 столбика ровно, и далее над следующим столбиком мы с вами провязываем 2 столбика с общим основанием и разными вершинками. Все столбики у нас с вами лицевые. И опять же фиксируем начало нашего условного ряда маркером. Зафиксировали. Далее продолжаем работу и выполняем то же самое. 2 столбика ровно, первый, второй и затем 2 над нашим следующим столбиком. И так опять же мы с вами вяжем до нашего маркера. Мы продолжаем работу и завершаем выполнение нашего центрального элемента. Так он смотрится по лицевой стороне. Мы с вами работаем по изнаночной стороне, я напоминаю. Убираем маркер и провязываем один полустолбик выпуклый и один столбик без накида, опять же выпуклый или лицевой. Провязали. И вот такой у нас с вами получился центральный элемент, который вы уже можете использовать как самостоятельный элемент. Да, вот такой красивый спиралька или завиток. И прежде чем продолжить, давайте рассмотрим наши дальнейшие действия. Я выполнила точно такой же мотив или элемент из пряжи секционного крошения. И вот смотрите, наш центральный элемент готов. И теперь мы будем с вами выполнять вот такой сегмент. И далее мы будем с вами провязывать, ну, можно сказать, сегменты или лепестки, или еще такие вот сегментики, когда их вяжут отдельно, называют крылышками. Мы будем называть сегментиками. Мы провязываем первый сегмент. Он у нас с вами в дальнейшем не повторяется, а будут повторяться вот эти 2 сегмента. Причем последовательность повторения вы можете выбрать самостоятельно. Можно выполнить вот как здесь. А можно выполнить, вот давайте я вот так возьму и покажу. Видите, да, здесь сначала такой выполнили сегмент, а потом уже просто из разновысоких столбиков. Фриформ это всегда эксперимент. Ну и вообще вязание крючком это творчество, творчество, еще раз творчество. Далее вы выполните самостоятельно и завершу выполнение нашего сегментика я уже вместе с вами. Мы с вами довяжем последний сегмент вместе. И мы продолжаем работу, выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваем. Напоминаю, что мы вяжем с вами первый сегмент, который не повторяется. 2 накида на крючок я выполняю. И смотрите, первый у меня вот идет столбик без накида, далее полустолбик. Я буду обхватывать полустолбик очень внимательно. Вокруг полустолбика я ввожу крючок и буду провязывать 2 столбика с 2 накидами, вогнутые
патентные или столбики на воздушной петле с общим основанием и разными вершинками. Я провязываю воздушную, то есть это патентный столбик, и провязываю 2 накида. Еще раз повторюсь, это вогнутый столбик с 2 накидами патентный. И точно такой же столбик я выполняю еще раз вокруг этого же полустолбика. Берите поудобнее, вы потом все поправите. Вытянули, провязали петлю воздушную и далее провязали все накиды и 2 вместе. Наши 2 столбика готовы. Далее мы с вами провязываем 1 вогнутый патентный столбик с 2 накидами. Захватываем следующий столбик и провязываем воздушное и столбик наш. Провязали. Не спешите, аккуратненько. Далее мы с вами выполняем 2 накида на крючок и будем выполнять вогнутые столбики с 2 накидами, 2 с общим основанием и разными вершинками. Первый столбик с 2 накидами вогнутый, и над этим же столбиком мы выполняем второй точно такой же столбик. Провязали 2 накида, и теперь выполняем столбик 1 точно такой же с 2 накидами. Провязали. Далее 1 накид на крючок и будем выполнять 2 вогнутых патентных столбика с 1 накидом. Воздушная петля и провязали столбик, накид и еще точно такой же. Далее мы провязываем 1 такой столбик. С накидом вогнутый патентный, да? Провязали. Далее мы с вами будем провязывать 2 столбика с накидом вогнутые, первый, и здесь же провязываем второй. И далее 1 провязываем. Провязали. Далее очень внимательно мы с вами провязываем 1 полустолбик вогнутый. И далее очень внимательно мы выполняем 3 столбика без накида вогнутые и считаем 1 над следующим или вокруг, да, следующего столбика 2 и 3. Далее мы провязываем воздушную, работу разворачиваем и будем вязать за дальние полупетли 17 столбиков без накида. Очень внимательно пропускаем воздушную, и вот наши дальние полупетелечки мы вяжем 17 столбиков и считаем 1, не спешим, 2, 3, запуталась ниточка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Очень внимательно. 17 столбик без накида я ввожу крючок в воздушную петлю подъема, захватывая за 2 нити.
Вот петелечка у меня сразу после вершинки идет. Провязали 17 столбиков без накида. Далее воздушная. Мы работу с вами разворачиваем. И теперь будем работать за дальние полупетли. Обратите внимание, воздушные петли подъема у меня остаются нетронутыми. И только полупетли столбиков мы с вами начинаем захватывать. Я ввожу крючок и провязываю первую соединительную. Всего мы должны с вами связать 7 таких соединительных. Первую выполнили и далее считаем. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Выполнили 7 соединительных, мы их не затягиваем, но и не делаем сильно рыхлыми. Вот так они аккуратненько у нас получаются. Мы останавливаемся с вами и смотрим. Вот наш элемент, вот сегментик, да, у нас получился. Это у нас сегмент, который не повторяется. И сейчас мы с вами будем выполнять 2 сегмента, которые будут у нас в дальнейшем повторяться. Мы с вами выполняем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее мы с вами будем работать за дальние полупетли и выполняем 2 столбика с 2 накидами патентные, то есть на воздушной петле. Первый столбик и второй. Вот таким образом. Далее 1 столбик патентный с 2 накидами. Далее 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй. Все провязываем за дальние полупетли или свободные. И еще 1 столбик с 2 накидами. Провязали. Далее 2 столбика с накидом патентные. Первый и второй в эту же полупетелечку. Далее 1 патентный столбик с накидом. Провязали. Далее 2 столбика с накидом. Первый и второй. Далее 1 столбик с накидом. 1 полустолбик в самую последнюю полупетлю, очень внимательно. И далее мы вяжем 3 вогнутых столбика без накида. Вводим крючок и провязываем. Первый, далее второй и третий. Провязали. Воздушная. Работу разворачиваем и вяжем столбики без накида за дальнюю полупетлю. 17 столбиков. Пропускаем воздушную и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и очень внимательно 17 столбик у нас с вами воздушную петлю захватываем 2 нити петли обязательно. Провязали. Воздушная. Работу разворачиваем
И первая вот полупетля, вводим крючок, соединительная. Провязываем 7 соединительных. Первая готова, далее считаем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Я останавливаюсь, и вот наш сегментик. Повторяюсь, мы вяжем 2 сегмента, которые будут повторяться. И продолжим. Мы с вами вяжем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. И далее выполняем 1 патентный столбик с 2 накидами, провязанные за дальнюю полупетлю. Провязали. И теперь мы вокруг него будем выполнять пышный столбик. Выполняем накид. Далее я ввожу крючок вокруг столбика и выполняю 5 обвитий. То есть смотрите, вот выполняю накид и вытянутая петля. И так провязываю 5 раз. 1 раз готов. Далее второй, третий, четвертый и пятый. Далее я придерживаю пальчиком вот таким образом и провязываю. И далее воздушная. Провязали. Вот такой у нас с вами прием получился, аккуратненький, красивый. И такие вот обвитые пышные столбики мы с вами будем делать вокруг всех столбиков. Они у нас с вами будут разновысокие. Мы продолжаем работу. 2 накида на крючок. Я пропускаю одну полупетлю, в следующую провязываю столбик с 2 накидами. И точно такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Захватываем, провязываем и воздушная. Далее накид и пропускаем полупетлю, провязываем патентный столбик с 1 накидом. И опять пышный. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Воздушная, накид. Пропускаем полупетлю. И в следующую полупетлю мы провязываем столбик с 1 накидом. Далее точно такой же пышный. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, полупетелечка вытягивается, она потом встанет у нас с вами на место. Не переживайте. Провязали. Воздушная, накид. Мы пропускаем полупетлю и в последнюю полупетлю полустолбик провязываем. Провязали. Далее, как и в предыдущем сегменте, мы провязываем 3 вогнутые столбика без накида. Считаем 1, 2 и 3. Воздушная. Работу разворачиваем и провязываем 17 столбиков без накида. И начинаем наше выполнение. И провязываем наши столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 и 17 столбик у нас воздушную петелечку подъема. Мы захватываем 2 нити петли, провязали воздушная, захватываем полупетлю, соединительная. Напоминаю, мы выполняем 7 соединительных, считаем, это первая, далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Провязали вот таким образом. И далее мы с вами будем выполнять наш второй сегментик. И дальше у нас будет повторяться второй и третий сегмент. Так мы с вами будем вязать по кругу, ну, по контуру, да, можно сказать. Мы с вами связали все наши сегменты. Напоминаю, последовательность их может быть различной. Экспериментируйте. А последний сегментик мы с вами довяжем вместе. Я выполнила этот сегмент до полустолбика. Далее по узору идут 3 вогнутые столбика без накида. У меня остается не провязанный только один столбик. И очень внимательно я ввожу крючок и провязываю первый вогнутый столбик без накида. Далее захватываю и над этим же столбиком провязываю еще один вогнутый столбик без накида. Вот таким образом провязали. Далее я провязываю столбик без накида. Вот у меня столбик уже провязанный, и я над ним провязываю третий вогнутый столбик без накида. Вот таким образом. Далее провязываю воздушную, работу разворачиваю и начинаю выполнение столбиков без накида за дальнюю полупетлю. Их должно быть 17. Пропускаю воздушную, и как и ранее мы все это повторяем с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 столбик мы с вами выполняем воздушную петелечку подъема. Провязали. Далее у нас по узору воздушная, и мы работу разворачиваем, захватываем полупетлю и будем провязывать соединительные в полупетли. И теперь мы с вами провяжем соединительные по всем полупетлям. Обращаю ваше внимание, мы будем вязать 16 соединительных петель или столбиков. И считаем 2, 3, не затягивайте и не делайте их слишком свободные. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последняя наша полупетелечка, 16 соединительная. И у нас с вами
наш мотив завершен. И нам остается с вами выполнить воздушную, ниточку обрезать, хорошо подтянуть и аккуратненько по изнаночной стороне вдоль полотна убрать остатки нашей нити. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такой очень интересный, нежный и в то же время несложный мотив. Можно его выполнить из однотонной пряжи, можно выполнить из пряжи секционного крошения. Видите, вот так будет смотреться. И, как я и сказала, можно поэкспериментировать, да, и по-разному чередовать наши сегментики. Вот видите, немножко я поэкспериментировала. И из пряжи секционного крошения наши мотивы смотрятся очень красиво, интересно и необычно. Можно вот так соединять их. Давайте поэкспериментируем. Опять же, можно в полотне сделать только мотивы, ну, какие-то одни, да, и вот просто сшить и выполнить полотно именно с таких мотивов. И получится у вас или шаль, или накидка. Ну, здесь вы уже будете выбирать. То есть вы создаете полотно, а затем уже придаете форму этому полотну. То есть можно или нижнюю часть сделать, а далее выполнить просто полотно из столбиков. И уже это будет или кардиган, можно покрывало сделать. Но здесь, как говорится, все зависит от вашего желания, фантазии и, конечно же, выбранной пряжи. Смотрите, я очень часто говорю, что такие элементы выполнены в технике фриформ. Меня спрашивают, а почему я подчеркиваю, что ну, именно техника фриформ. Потому что такие мотивы могут стать основой именно для фриформа. Они настолько уникально и классно подходят. Во-первых, вы можете совершенно по-разному соединить. Ну, я подчеркиваю, фриформ или в технике можно использовать для кружевного фриформа или можно для ирландского кружева использовать. Ну, конечно же, ну, еще раз подчеркну, это мой субъективный, как говорится, взгляд. Именно для техники фриформ эти элементы подходят идеально, потому что можно добавить сюда тунисское вязание, можно добавить те же попкорны, блок-столбики, то есть все элементы, которые вы знаете, скомбинировать и создать много разных интересных мотивов именно на основе этого мотива. Давайте еще раз посмотрим. А можно просто навязать одинаковых, да, и просто сшить их и создать красивое уникальное полотно. Давайте я немножко покручу, покажу при соединении, как будут смотреться мотивы. То есть можно вот так соединить, можно мы уже вот так с вами делали. Ну и если вы создаете такое что-то необычное, то можно не довязывать или связать частично. Поэкспериментировать, конечно же, с цветом пряжи. Обязательно пишите в комментариях, что получилось у вас, где вы планируете использовать такие мотивы. И мы с вами выполнили из пряжи однотонной, а вы уже можете взять любую пряжу.